Подписчики канала «Правовой абсурд» знают, что наши адвокаты готовы прийти на помощь в самых сложных жизненных ситуациях и оказать квалифицированную правовую поддержку человеку, обвиняемому в уголовном преступлении, подсудимому или даже осужденному, если его права были нарушены. Однако на этот раз мы столкнулись с проблемой, которую пока и сами не знаем, как решить. В связи с этим мы решили поменять формат нашего общения и обратиться за советом к вам, нашим подписчикам. Итак, в эфире экстренный и во всех смыслах неординарный выпуск канала «Правовой абсурд». Поехали. Наша съемочная группа приехала в городок Лосино-Петровский Щелковского района Подмосковья по приглашению сотрудников кальянной «Центр паровых коктейлей «Бирюза», расположенной на Первомайской улице. Курительное заведение показалось нам вполне достойным и располагающим к уединению под аромат марокканской вишни или неспешной беседе с друзьями, для которой, по утверждению специалистов, более подходит кальян, заряженный безникотиновой смесью, вроде пряного рома. Порадовал спокойный и без кричащих деталей интерьер заведения, негромкая музыка и вежливые официанты. Между тем, после беседы с сотрудниками заведения выяснилось, что поддерживать «Бирюза» традиционную для нее атмосферу умиротворенности и домашнего уюта в последнее время им стало непросто. Об этом свидетельствовали установленные в зале дополнительные камеры наружного наблюдения и несколько странное поведение официантов. Приготавливая кальяны, служащие периодически с опаской поглядывали на входную дверь. Руководство кафе, по данным канала «Правовой абсурд», уже начало переговоры с местным ЧОПом об организации вооруженной охраны курительного заведения, в которой до последнего времени не было никакой необходимости. Поводом для тревоги, как оказалось, стал недавний визит в «Бирюза» нетрезвого и крайне агрессивного мужчины средних лет. Этот посетитель не лез в драку и не ругался матом, а по сути просто поделился с сотрудниками заведения своими эротическими фантазиями. Тайные страсти посетителя оказались настолько дикими, что повергли в настоящий шок всех находившихся в зале сотрудников мужчин. Девушки, к их счастью, во время так называемой профилактической беседы не присутствовали. Вот как это было. Антон, иди сюда. Если еще раз здесь кто-то шарик хоть и надует, я надую этот шарик в вашей попе. Всех здесь. Всех здесь. И говорю, вместе с вашими старшими, вместе с твоей попой. Кальян. Хотя, честно, но я сделаю это с удовольствием. Реализовать свои мечты посетитель не смог, да и в общем-то и не пытался, однако сотрудники кальянной все равно обратились к нам с просьбой найти управу на странного клиента. Ведь никому неведомо, какие коварные планы зреют сейчас в голове этого сексуального агрессора и когда он запланировал новую атаку на курительное заведение. А вдруг, не дай бог, конечно, во время следующего визита маньяк посягнет на половую неприкосновенность посетителей. Взявшись за решение проблемы с извращенцем, юристы нашего канала первым делом решили обратиться в администрацию Лосино-Петровского. А куда же еще? Ведь каждый житель Подмосковья знает из теленовостей, что представителям малого бизнеса в области живется легко и радостно, поскольку их курирует и защищает лично губернатор региона Андрей Воробьев. Что сделать такого нужно, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно? Первое, его не кошмарить. Однако этот путь оказался тупиковым. Как выяснилось, любитель надувных шариков Сергей Матрёничев представлял как раз ту самую администрацию Лосино-Петровского, в которую наши юристы хотели обратиться. Причем числится этот господин не рядовым клерком, а занимает пост заместителя главы администрации города, отвечающего в том числе за безопасность его жителей. Есть ли смысл жаловаться чиновнику Матрёничеву на его же собственные сексуальные фантазии, пусть даже и такие извращенные? Казалось бы, сегодня каждый школьник знает поговорку «моя милиция меня бережет». И искать защиту от опасного для окружающих чиновников садомазохиста следовало бы в современной полиции. Однако и этот вариант пришлось забраковать после изучения биографии Сергея Матрёничева. Каналу «Правовой абсурд» удалось установить, что до работы в администрации Лосино-Петровского этот гражданин много лет прослужил в МВД, причем в одном из самых элитных и засекреченных подразделений министерства – главки по обеспечению собственной безопасности. Отставной полковник Матрёничев эффективно боролся с так называемыми оборотнями в погонах из своей системы, и остается только догадываться, какими методами он выбивал признание у милиционеров, уличенных в коррупции.
В общем, учитывая высокий статус и наверняка сохранившиеся связи чиновников в правоохранительной системе, от обращения в полицию мы тоже решили воздержаться. Но вспомнили про медицину. Ведь в самом деле не исключено, что снять агрессивный настрой чиновника-милиционера можно было бы с помощью врачей, психиатра, сексопатолога или, например, проктолога, имеющего наиболее близкую к предмету интереса Сергея Матрёничева специализацию. Сложность этого пути, по мнению наших экспертов, заключалась в том, что проблемы с сексуальной ориентацией пациента не позволяют госпитализировать и лечить его принудительно. В случае добровольного согласия чиновника канал «Правовой абсурд» совместно с Кальянной Бирюза был бы готов предоставить ему лучших специалистов и даже оплатить лечение. Но наши возможности оказались ограничены рамками медицинской этики. Предлагать столь интимные услуги малознакомому человеку мы посчитали, по крайней мере, неприличным. Последним из рассмотренных нами вариантов стала попытка обратиться с жалобой во Всероссийскую лигу сексуальных меньшинств. В конце концов, ведь и единомышленники агрессивного хулигана могли бы объяснить ему, что свои тайные желания не следует демонстрировать публично, а к людям с традиционной ориентацией необходимо проявлять хотя бы элементарную толерантность. Однако и здесь наши старания не увенчались успехом. Юристам канала просто не удалось разыскать глубоко законспирированных лидеров тайного сообщества, в котором, возможно, состоит и напавший на Кальянную чиновник. Таким образом, все наши попытки повлиять на ситуацию в Лосино-Петровском, можно сказать, провалились. В связи с этим канал «Правовой абсурд» обращается за советом к своим подписчикам. Как нам привлечь к ответственности или, по крайней мере, нейтрализовать активность распоясавшегося полового гангстера, представляющего очевидную опасность не только для работников Кальянной, но и для всех жителей Подмосковья? Ваше мнение по-настоящему важно для нас. Подпишись на канал «Правовой абсурд» и поставь лайк этому видео. Скоро увидимся.